Долго лежали груши у нас в холодильнике. Однажды, проснувшись утром с хорошим настроением, у меня возникла идея испечь вкусный, ароматный и полезный пирог. Из разряда все смешиваем, выпекаем и наслаждаемся. Всем привет! Вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. Разбиваем в чашу 2 яйца. Подсаливаем щепоткой соли. Всыпаем 50 грамм сахара. И миксером взбиваем все это до пышности. После чего добавляем 30 грамм сливочного масла или маргарина и 100 миллилитров теплого молока. Еще немного размешиваем. Теперь к 70 граммам муки всыпаем 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем. Всыпаем сыпучий к основным продуктам. Замешиваем тесто без комочков. Оно получается жидким, как на блины. По желанию для аромата можно добавить ванилин. Готовое тесто ненадолго отставляем, а в это время подготавливаем начинку из груш. 900 грамм сочных и ароматных фруктов очищаем от кожицы. Вырезаем сердцевину с семенами и участок с плодоножкой. Затем нарезаем груши пластиночками. Все подготовили. Объединяем груши с готовым тестом. Обязательно, чтобы каждый кусочек был обмазан тестом. Я отделяю каждый слайс. При нарезании они слипаются. Выпекаем пирог в форме. Ее необходимо предварительно застелить пергаментной бумагой и смазать сливочным маслом. По желанию сверху присыпаем молотой корицей с сахаром. У меня был коричневый, но подойдет и обычный белый. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Примерно через 50 минут наш грушевый пирог будет готов. Выпекаем его до румяности. Немного даем постоять в форме, а после перекладываем на тарелку для подачи. Аромат повсюду, не терпится попробовать. Насыщенный фруктовый пирог, в котором очень много начинки, а тесто превращается в крем. Отлично такая вкуснятина подойдет на десерт или на перекус с чаем или кофе. Сметается мигом со стола. Можно смело удваивать пропорции. Готовьте с хорошим настроением. Приятного вам аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!